В небольшом приморском городке, окруженном сосновыми рощами, жила супружеская пара — Виктор и Елена. Они прожили вместе почти полвека. Виктор был человеком молчаливым, привычным к работе и одиночным думам. Его дни проходили в простых заботах. Ухаживал за огородом, чинил лодку, кормил кур. И все же одна вещь в его жизни выделялась особым образом — маленький амбар у самой опушки леса. Он охранял его с почти суеверной осторожностью. Никто никогда не видел, чтобы Виктор заходил туда днем, а уж тем более, чтобы приглашал внутрь кого-то еще. Елена сначала спрашивала, зачем ему тот амбар, но со временем перестала. Виктор не был грубым или жестоким, он просто умел молчать так, что любые расспросы оказывались бесполезны. Амбар вошел в их жизнь так же обыденно, как колодец во дворе или старый вяз у калитки. Просто был, и все. Дверь его всегда держалась на тяжелом железном замке, потемневшем от соли и ветра, но не утратившем прочности. Однажды, ранним утром, Виктор ушел тихо, не дождавшись лета. Елена осталась одна. Среди выцветших обоев, старых фотографий и скрипа половиц, где каждый звук отдавался пустотой. Прошел месяц, потом другой. Она подметала двор, перебирала ящики с инструментами, заваривала чай и подолгу сидела у окна, глядя в сторону амбара. И вот однажды, разбирая тумбочку возле кровати, Елена обнаружила ключ, аккуратно завернутый в старый носовой платок. Сердце ее забилось сильнее. С дрожью в руках она подошла к двери. Замок хрипло щелкнул, словно тяжело вздохнул, и створка медленно подалась. Внутри было темно, но не пусто. Сквозь щель в крыше пробился солнечный луч и упал на то, что хранил амбар все эти годы. Это оказалось вовсе не склад для ненужных вещей, как она думала. Это была мастерская. Но непростая. По стенам висели десятки, сотни рисунков — масляных, угольных, карандашных. Все они изображали одного и того же человека — женщину. Ее, Елену, молодую и постаревшую, смеющуюся и задумчивую, в движении и покое. Казалось, Виктор пытался уловить каждое ее настроение, каждое мгновение, которое не мог выразить словами. На столе стояли засохшие банки с краской, валялись кисти и стопки эскизов. В углу застыл мольберт с незаконченным портретом. Она сама, сидящая у окна с книгой в руках, но глаза еще не были написаны. Елена долго стояла неподвижно, чувствуя, как изнутри раскалывается тишина, та самая, которую Виктор носил в себе всю жизнь. Он говорил с ней здесь, в каждом маске, каждой линии и тени. То, чего он не умел сказать устами, он вложил в эту тайную мастерскую, в храм своей молчаливой любви. Она вышла и прикрыла дверь, но на замок ее больше никогда не закрыла. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.